Привет, я Ира, и добро пожаловать в влог интроверта. И сегодня я продолжу рассказывать о ледоколах, которые изображены на почтовых марках. Сегодня речь пойдет о ледокольном пароходе Садко. Эта марка была выпущена в серии, которая вышла в 1977 году. Печать, офсетная металлография, перфорация гребенчатая. Художник Анатолий Аксамит. На марке это изображен ледокольный пароход Садко. Корабль этот был спущен на воду на английской верфи в Ньюкасселе в 1913 году. Спустя 3 года после этого выкуплен Российской империей и назван Садко. Кстати, команда этого корабля не очень поддерживала то, как его назвали, потому что как корабль назовешь, так он и поплывет. А Садко все-таки это былинный персонаж, которому нужно было спускаться на дно моря. Из-за этого, или может быть нет, но в истории ледокольного парохода Садко случилось так, что он дважды тонул. Первый раз практически сразу после того, как он стал частью российского флота в 1916-м, на рейде в Белом море налетел на подводную скалу и практически сразу же затонул. Поднять корабль из Скандалакшской бухты, в которой он лежал, решили спустя 10 лет после этого, но первые попытки успехом не увенчались. Показался ледокольный пароход из-под воды только в 1933-м. Еще 1 год потребовался на его ремонт. Летом же 1934-го корабль впервые вышел в рейс к высоким широтам. Главной задачей было понять, как будет реагировать восстановленный корпус корабля на такие суровые условия Заполярья. Но все прошло замечательно. Помимо того, что корабль выдержал, были сделаны проведены несколько научных исследований, которые подтвердили, что там можно будет проложить транспортный коридор для кораблей, который сегодня мы знаем под названием Северный морской путь. Но для этого необходимо было те места серьезно исследовать. Собственно, для этого уже в 1937 году была организована экспедиция, 3-я полярная экспедиция ледокольного парохода Садко. Одной из ее целей была поиск легендарной земли Санникова. Но в эту экспедицию что-то сразу пошло не так. Во-первых, было запланировано определенное количество дней до конца навигации, которые оставались. Уголь был рассчитан тоже на количество этих дней, но практически сразу капитану поступил приказ о конвоировании транспортных судов из порта Диксона, потому что они из него вышли, а лед встал раньше, чем планировалось, и пройти дальше они не могут. Им нужен ледокол. После выполнения этого задания уже к середине октября ледокол прибыл все-таки в ту точку, где предполагаемо располагалась земля Санникова, но никаких признаков того, что здесь когда-то была суша, они не нашли. Так, в октябре ледокол Садко встал на якорь, и практически сразу им пришлось оттуда уйти, потому что они узнали, что в море Лаптевых зашел льдами ледокольный пароход Георгий Седов, и ему нужна помощь. Так Садко с Малыгиным отправились выручать Седова, но оказались в такой же ситуации. И простояли в море Лаптевых на зимовке до весны следующего 1938-го, когда к ним пробился ледокол Ермак, вывел Садко с Малыгиным из их заточения. Следующую же полярную экспедицию
команда Садко планировала летом 41-го, но помешала Великая Отечественная. Тогда корабль быстро перестроили под нужды армии. На нем перевозили грузы между северными островами. И вот в один из таких конвоев между островами корабль налетел на мели и очень быстро затонул. Экипаж спас находившийся недалеко ледокол «Ленин», а Садко снова шел ко дну. Как и былинный персонаж, в честь которого когда-то он был назван. Ну и на сегодня это все. С вами была я, Ира. Спасибо за внимание и до новых встреч в логове интроверта.